Ну привет, обалдуя. Кеньята Ли Фрейзер, The Sun Casket или просто Кен Карсон. Далеко не безызвестный исполнитель, который в данный момент влияет на музыкальную культуру и на пару с Destroy Lonely раскачивает лейбл Carti, пока тот, в свою очередь, остается загадочной фигурой на вершине своих достижений. Сегодня мы обсудим персону Карсона в формате айсберга, от широко известных всем фактов до материалов, которые исполнитель предпочел бы стереть из интернета. Перед началом попрошу тебя подписаться на мой телеграм-канал, где мы сможем обсуждать новости культуры и взаимодействовать друг с другом. Ель — наиболее известный трек Кеньяты, набравший широкую популярность в ТикТоке. Трек спродюсирован Autotown и Starboy, которые часто сотрудничают с исполнителем. Starboy, ты мой герой. На самом деле я сейчас в гадюке гэнг. Так обычная студийная сессия в LA стала самой узнаваемой песней Кен Карсона. Destroy Lonely — один из самых близких друзей Кен Карсона. Кеньята — единственный исполнитель, поучаствовавший в крайнем релизе Улона. Вы можете видеть их вдвоем на многочисленных фотографиях. Очень часто они выступают вместе, ходят и угорают на парные интервью. В общем, настоящие братки, даже когда off the grid. Фрейзер засветился в короткометражке Look Killa, в сцене, где к бесподобному Лону подкатывает девушка. И вы только взгляните на взгляд Карсона. Что вы видите в этих глазах? Осуждение? Ревность? Неужто они строят отношения за пределами рэп-игры? Пишите свои мысли по этому поводу. Hardy Boy спродюсирован Opium J. Это не оригинальный трек, а ремикс на совместную работу с Lonely, Murder Music, а также добавленным партом Carti, благодаря которому песня может быть известна как Damned Clothes. Кен Карсон стал частью большого тура Playboy Carti после выхода в ЛР. Кеньята выступал на разогреве, как и Destroy Lonely. В сети есть архивные фотографии с аэропорта, где видно, как он путешествует с командой Carti между городами. Hells Yeah — совместный трек с участником лейбла Трэвиса Скотта, So Fighter. Трек является частью альбома Pink Hurts и более того обзавелся клипом. Pussy Pink — еще одна совместка с So Fighter, официального релиза которой не состоялось. Трек был слит в сеть. В своем твиттере Карсон промоутил предстоящий альбом Playboy Carti Hollow Red еще с 2019 года, когда пластинка имела совсем другое содержание. Выкладывал фотки Teen X в кровавой стилистике, бэкстейдж фотки со съемок так и не вышедшего клипа Carti Future. Название трека Teen X — это респект от Картона в сторону Кена, так как Teen X — название проекта и, если можно так сказать, бренда Кен Карсона. Забавно, что у Лил Яти был записан на этот минус куплет. Благодаря связям в Атланте Кен был знаком с яхтой уже в подростковом возрасте, и не исключено, что именно он видел Teen X как коллаб Яти и Carti. При всем этом Карсон заявлял, что сначала дождется выхода в ЛР и только потом дропнет дебютный EP Barbie Boy, перекрепив стилистические надписи от Carti, назвав их письмом для фанатов. Однако в связи с неоднократным переписыванием Hollow Red возникли задержки, и Карсон все-таки дропнул Barbie Boy в мае 2020 года, за полгода до альбома Carti. A Great House, до этого также известный как Кен Карсон альбом. Трудно представить, чем вдохновлялся он, когда анонсировал название альбома. A Great House — это студийный альбом, который увидит свет уже 17 июля. Возможно, мы услышим какой-то новый звук от Кеньяты. В недавнем интервью для журнала Viper он заявлял, что у него были студийные сессии с исполнительницей 076. В сети есть сниппеты треков. Быть может, если не все из них, то некоторые попадут на альбом. Кен подписался на закрытый инстаграм-аккаунт A Great House. На данный момент там 8 неизвестных публикаций. На сайте артиста появился достаточно скромный мерч к скорому выходу пластинки. В общем, ждем 17 июля.
Мия Оуэнс. Это ваша опиумная королева, ребята. Вот многие на Reddit смеются над внешностью Кеньяты, а он вот какую женщину подцепил. Можно найти тонну видосов и фоток их вместе. Мия занимается продажей ювелирных изделий. 14 февраля 2023 года Кен Карсон выпустил сингл I Need You. Казалось бы, любовное письмо для своей пассии. Лучшая валентинка в ее жизни. Но вроде как они расстались. Кен Карсон числится одним из продюсеров трека Bino. К слову, название песни отсылает на участника Homicide Gang. В начальной школе он мог себе позволить ударить учителя. Это он подтвердил на интервью для Монт-Реалити. В возрасте 15 лет он бросил школу и пошел в кадетское училище. Поучился он там недолго, так как его выгнали за использование своего телефона. Дебютный EP Barbie Boy изначально имел другой трек-лист в количестве 10 треков, в большей степени спродюсированные TM88 из 808 Mafia. Через пару лет после анонса список песен сократился до 6. От изначальной версии остался только трек Geek It Up. Но зато за это время альбом обогатился 2 треками с Лэнси Фу и одним произведением с Лил Яти. Кстати, это не единственное участие Лэнси в проектах Кена. В том же 2020 году выходит проект Teen X. На этом альбоме есть трек Pissed Off. Лэнси тизерил свое участие, но в итоговом варианте его нет. Ряд его альбомов имеет одинаковый брендинг, как вы могли заметить. Teen X, Project X и X. Визуально ссылаясь на комиксы про людей X. Первоначально альбом X планировалось назвать именно X-Men, но из-за этого возникли бы трудности. Главной темой этой серии являются, конечно, не супергерои, а экстази. При покупке мерча прилагалась медбаночка, выписанная на имя Кен Карсона, наполненная якобы таблетками экстази, что естественно не так. Кеньята часто светится в своем мерче на людях. Этот слой посвящен в большей степени начинаниям Карсона. Родился он в Атланте, а если точнее Уэстсайд, но позже его семья перебралась в Саутсайд. Общаясь с девушкой, он познакомился с парнем по имени Lil 88, который начинал свою карьеру в качестве продюсера. Lil 88 есть на самой мемной фотке Young Thug. Он познакомил его со своим двоюродным братом TM88, который является большой шишкой в объединении 808 Mafia. Как я уже говорил ранее, TM88 продюсировал большую часть треков на первой версии пластинки Barbie Boy. Кеньята подтянулся на студию к ребятам и там познакомился с Southside, основателем 808 Mafia. И с того дня, каждый день, он проводил время на студии с артистами S-ранга. Будучи школьником-подростком, тусил на студии с Lil Yachty и Young Thug'ом. С ума сойти. Оттуда у Кена бесконечное уважение к молодому бандиту. Неоднократно он постил его фотки у себя в соцсетях. Более того, записал трек Free Young Thug. В 2016-17 году на студии у 808 Mafia Кен познакомился с Карти. Парню было 16 лет. Примерно в то время был записан трек Ain't Doing This от Southside совместно с Playboi Carti. Знакомство Кеньяты приобрело другой окрас на концерте Карти, где Кен подрался и вследствие этого был выгнан. Но Джордан узнал его и пригласил в качестве VIP вернуться. В тот период появились первые ростки лейбла Opium. Карти влиял на Карсона и его творчество, что поспособствовало переработке его тогдашней музыки. Так родился Teen X. Впоследствии Кен полностью поддался эстетике Карти и стал сочетать кожаные штаны Рик Оуэнс и Рамоны со своим мерчом. Забавно, что он засветился на канале у парня, который снимает западную версию «Сколько стоит твой шмот». При этом автор видео даже не знал, что за исполнитель перед ним вкидывает мощные айтемы от Givenchy и Рик Оуэнс. Если не отходить от темы одежды, можно сказать, что Кен Карсон в некоторой степени популяризировал Mountain Hoodie. Очень часто в TikTok-мемах этот айтем выступает ключевым в образах опиумных воинов. 32. Один из самых ранних опубликованных треков Кеньяты. Песня удостоилась статьи в Rap Direct. Но сейчас песню абсолютно нереально найти. Разве что скриншот той самой статьи и обложку трека. Песня была удалена бывшей Карсона после того, как она узнала об изменах с его стороны. Подтверждение существования этой песни можно найти на старом инстаграм-аккаунте Barbie Boy Ken Carson. Помимо этого там есть ряд фотографий эпохи Barbie Boy. Трек Fault тоже одна из ранних работ Кен Карсона, существующая по сей день на площадках. Андеграунд рэпер Канкан в негативном ключе высказывался в сторону Кеньяты.
В ходе этого конфликта, если его таковым вообще можно назвать, Канкан в грубой форме послал Карсона с андеграунд-сцены. При этом к конфликту был подключен Саммерс, который запостил рейтинг стримов артистов. Кен Карсон гордо возвышался над Канканом на целых 5 строк. Loot — единственная известная совместная работа с Карти, которая благополучно была слита в шикальном качестве. В ранних видосах я говорил, что Карсон был задержан по причине домашнего насилия, но в скором времени он продемонстрировал заявление о невиновности, так как потерпевшая отказалась от обвинений. Me vs. Me. Очень мощный трек, который, скорее всего, никогда не увидит свет. Приятный мелодичный Кен на атмосферном бите берут свое. Карсон записал сниппет, где он флексит под него Mountain Hoodie. Гейб. Достаточно часто возникали вопросы по поводу этого персонажа. Кто он? Он опиум вообще? У него фотка вон с Трэвисом, неужели он настолько большой артист? На самом деле ходили слухи, что его подписали на опиум. В большей своей степени он несет службу в качестве продюсера. Из наиболее известных его работ — Метаморфозис для Карти. Также он спродюсировал целый ряд треков для Карсона на альбоме X. Freestyle 2, New, Games, Nobody. Поэтому его часто можно заметить вместе с Лоном и Карсоном. Более того, он работал с Канди над треком Famous и также пробует себя в качестве исполнителя. В пример могу привести крайнюю работу с еще одним известным продюсером — Филси. Даже в этом айсберге не обошлось без вмешательства фури сообщества. Масштаб тусовок не такой, как у Лонели, но было замечено антропоморфное животное с логотипом бренда Карсона. На одном из выступлений Кеньята вновь раскрыл себя как достаточно агрессивную личность. Бывало, он просто ругался со слушателями на концерте и угрожал им. Но в сети есть видео, где он берет телефон фаната и разбивает его. Интересная деталь, которую я заметил, просматривая архивные фотографии. Во второй половине 2018 года Кен ходил в куртке от Chrome Hearts. И внезапно эту же куртку можно заметить на других снимках этого же периода, но уже на привлекательной девушке рядом с Карти. Возможно, он пытался понравиться этой девушке, и по итогу она оказывается не таким уж и злым. На Reddit распространилось фото, где девочка изображает из себя Кен Карсона. В результате сообщество стало называть ее дочкой Кеньяты. В сети есть видео, где некто со спины, очень похожий на Кен Карсона, держит маленького ребенка, черты лица которого очень схожи с его. Бытует мнение, что это его младший брат или племянник. Одно из самых странных и диких вещей, что Кен Карсон видел на студии, это когда чья-то мама переспала с инженером прямо во время звукозаписывающей сессии. Даже звучит стыдно. Ну и, наконец, финальная ступень нашего познания личности Кен Карсон с помощью интернета. Слитый секстейп Кеньяты. Четко лица не видно, только его серые дреды. Но даже здесь куда больше визуальной информации о герое видео, в отличие от того же слива Карти, где девушка просто называет имя Джордан и ничего более. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем спокойной ночи. Я вас люблю.